Приветствую вас, дорогие друзья, на канале. Сегодня у нас несравнимое сравнение двух автомобилей субкомпактных кроссоверов. Это Havail Julian, новинка 2021 года, и Geely Coolray, флагман продаж 2020 года. Geely Coolray у нас построен на платформе BMW, совместно разработанный Volvo. Havail Julian у нас построен на платформе Lemon. Почему Havail назвал автомобиль Julian? Julian в Китае называется First Love. В переводе на русский это первая любовь. Расшифровывается это от сочетания слов Joy Lion, радостный лев. Но, как мы знаем, Geely Coolray у нас крутой луч. Тут все просто. Для Малайзии и для Китая это более известные автомобили, как Proton X50, Geely Binyu. Друзья, и эти машины не из представительства. Это никакая не реклама. Это реальные владельцы встретились рассмотреть эти два автомобиля. Юрий, приветствую вас. Вы один из первый проходец Havail Julian. Как у вас ощущения? Сколько вы уже на нем проехали? Смотрите, машинка была куплена 28 мая. На данный момент я прошел 1200 километров. В общем-то, ощущения пока, как и первый раз у меня после машинки, не изменились. Дорога ведет себя отлично, расход относительно небольшой. По подвеске я могу сказать, что подвеска очень комфортная. То есть мелкие неровности она сглатывает просто на ура. Ну, крупная пробои не бывает, но крупные, да, не ощущаются. Ну, все зависит от скорости, которой ты, собственно, проезжаешь эти неровности. Давайте перейдем к агрегатам наших автомобилей. Итак, дорогие друзья, как вы знаете, актуальные цены вы можете посмотреть на эти автомобили на сайте Geely и Havail. Самые главные различия: Geely Coolray имеет неоцинкованный капот и крышу, Julian имеет только неоцинкованную крышу. Как я считаю, для наших российских реалий это очень важный момент, и очень не хватает цинка в автомобиле Geely Coolray. Также Julian переднеприводный, так же как и Coolray. Автомобили оба имеют полунезависимую подвеску, балка. Также в скором времени будет продаваться Julian на полном приводе и будет иметь многорычажную подвеску. Сейчас я вам хочу рассказать по поводу массы автомобиля. Geely Coolray имеет тонну 415, Havail Julian тонна 420. 5 килограмм всего лишь разница. Время разгона Geely Coolray 8,4 секунды до сотни, Havail Julian 9,8 секунд до сотни. Друзья, как многие думают, почему их нельзя сравнивать? Потому что многие считают, что именно Sportage это главный конкурент по габаритам. Но сейчас вы увидите на своем экране полное сравнение по характеристикам, и вы можете увидеть, что Julian всего лишь на 142 мм длиннее Coolray, на 41 мм шире, и он ниже, чем Geely Coolray на 35 мм. Но, конечно же, оптически это не особо будет видно. Также, что интересно по китайским автомобилям. Geely Coolray грузоподъемность 300 кг, у Julian 320 килограмм. У обоих автомобилей дорожный просвет 190 миллиметров. И самое интересное, давайте по технике. Автомобили у нас 1,5-литровые. Степень сжатия на Geely Coolray 10,5, на Julian 9,3. У Julian 4-цилиндровый мотор, у Coolray 3-горшковый, как говорится, 12-клапанный. Мощность у Coolray 150 против 143 лошадиной силы у Havail Julian. Также у Julian 210 крутящий момент ньютонометра, у Coolray 255, но можно в принципе чипануть до 300. И у этих автомобилей стоит робот 7-ступенчатый с двумя мокрыми сцеплениями. Также в конфигурации у Julian есть 6-ступенчатая механика. Топливный бак у Julian 55 литров, у Coolray 45. На удивление, заводы заявляют, что Coolray может на 45 литрах доехать 780 километров, хотя я проверял, столько он не едет. Максимум 650, это если прям экономить. У Havail в 55 литрах он проедет 730 километров. Понятное дело, что расход тут будет поболее. Также интересный момент, у Coolray средний расход заявленный 6,4 литра, у Julian 7,5. Но, Юрий, реально у вас получается расход сколько? Ну, реально по московским пробкам у меня расход получается 10,6. Ну, 11 округлим. Да, 11, это средняя. Утром, если более-менее свободным, где-то 7,1, 7,2. Ну, вечером побольше, там в районе 12. 7,1 это при какой скорости? 110, да, где-то 110, но все равно с попаданием в небольшие пробки. Ну это экономичная его, в принципе, езда. Ну, хороший результат вполне. Так выглядит 3-цилиндровый мотор у Coolray. И самый интересный 4-цилиндровый мотор Havail Julian. Крышка пластиковая. Мы видим то, что есть возможность для установки упоров капота. И, что для меня уже удивило, это локализация Тульской области под узловой. Уже ставят российские аккумуляторы в новенькие
китайские Хавейлы. И самое главное, что я заметил в этом автомобиле, это стабилизатор устойчивости, который есть в данном автомобиле. В Coolray его нету, но в принципе Coolray по управляемости очень хорошая машина. Но я считаю, с этой опцией это еще один плюс в сторону Havail Julian. И, к сожалению, завод узловой не стал продлевать уплотнитель, хотя в наших реалиях это очень важно для наших эксплуатаций. Ну вот я сейчас только обтянул, но при этом не мыл двигатель, и вот, конечно же, вся пыль с дороги летит в моторный отсек. Итак, друзья, что я сразу обратил внимание по сравнению с Geely Coolray. У нас оба автомобиля идут со стеклами производства Fuyao Glass. И тут не как в другом Китае. Здесь у нас передние, боковые и задние стекла полностью используются одного бренда Fuyao. Также стекло у нас идет полностью с обогревом. Большой плюс по сравнению с Geely Coolray. У нас идет, к сожалению, частичный обогрев зоны покоя дворника пассажирского. И вот вы видите нить обогрева. Она еле касается дворника и не обогревает полностью, для того, чтобы зимой эксплуатировать автомобиль более приятно. Как мы видим, автомобиль у нас идет с камерами 360, полностью круговой обзор. Камера 360. Задняя. О, да, он так прорисовывает, интересно вообще. И самое интересное, что тут он изобразил люк, хотя люка нету. Но при этом на дверь он реагирует? Нет. А если мод мы выберем другой? Так, какой мод-то? Это широкий угол задней камеры. Дверь я не закрыл. Мод. А нельзя ее крутить, да? А, то есть она такая сама по себе показывает. Крутить можно только вот, если вот так вот. А, только вот Только, такими да. способами. То есть, если я хочу посмотреть в соседнюю машину, то только так. Прикольно. Прям реально графика, как будто из GTA. Удивительно. Но при этом камеры, я скажу, очень красивые, качественные. Но такое ощущение, что они немного измененной контрастности для того, чтобы картинка казалась более насыщенной и сочной. Да, интересно. Также мы видим автоматический парковочек есть у данного автомобиля. Подсветок в автомобиле нету. Не держи, да, и он погаснет. Расположение, в принципе, нормальное, не особо низко. И, в принципе, ну, конечно же, они будут пачкаться. Но вот у Coolray расположено чуть повыше. И риск, то, что придется часто чистить, он будет пониже. Но это не так важно, потому что мы сами понимаем, в каких реалиях мы находимся. На Havail установлена с завода корейская резина Kumho. 225, 55, 18 диаметр. На Coolray 215, 55, 18. Там стояли с завода китайские линк-лонги, которые показали себя очень с плохой стороны. Здесь уже идет более хорошая корейская резина, при этом она, насколько я знаю, может прослужить долго. И, к сожалению, в автомобиле нету противотуманных фар. В Coolray они есть. Две секции у нас идут ближний свет, две секции дальний свет. Очень красиво. Здесь я вижу, что не хватает водоотводов, как сделано в Geely Coolray. Благодаря этим водоотводам, конечно же, это можно сделать на заказ, докупить. Я думаю, многие фирмы будут это сделать в дальнейшем. Для того, чтобы вода у нас ходила именно по корпусу и не попадала на боковые зеркала. Здесь же как раз у нас серьезный ливень будет все заливать именно боковые стойки. Так что, ну, можно, в принципе, поставить дефлекторы, но кому как. Также, что очень удивило, автомобиль идет с бесключевым доступом, но он идет задействован только на водительскую дверь. Как вы видите, вот датчик, который мы видим, сенсор. Именно только на водительскую дверь. На чем-то Havail решил сэкономить. Друзья, в Havail Julian рейлинги у нас не декоративные, а настоящие. До 70 килограмм завод утверждает, что можно эксплуатировать автомобиль. Бак 55 литров. Интересное решение. Интересно, будет ли механизм примерзать в зимней эксплуатации. Задняя корма автомобиля.
чем-то мне схож на Mitsubishi Pajero Sport, но при этом вживую, честно я вам скажу, выглядит намного интереснее. Выхлоп у нас идет, который не совсем незаметен. Geely Coolray идет настоящий четырехствольный выхлоп, который действительно может этим похвастаться. Камера заднего вида и удобная кнопка открытия багажника. Она расположена в правильном месте для того, чтобы никто не пачкал свои руки. Также, ребята, я хочу заметить очень важный момент. Havail не изменяет своим традициям. Эта традиция пошла с Havail H6. Здесь есть нить обогрева для заднего дворника. Вам не придется выходить из машины зимой, как я это делаю на своем Coolray, так как у меня нету нити обогрева на дворник. И вы будете счастливы, радостно ехать, и у вас ничего не будет примерзать. Также хочу обратить внимание, расходники у нас идут Bosch на счет. На моем Geely Coolray стоит какой-то китайский no-name. Также, ребята, хочу обратить внимание, зазор крыши. Зазор между крышей и задней дверью багажника. На Coolray он заметно больше, и в зимнее время эксплуатации здесь скапливается много снега. Интересно, как зимой будет эксплуатироваться Havail Julian, при этом зазор здесь заметно меньше. Поэтому, я думаю, может быть, здесь с этим будет как-то лучше, но имейте в виду, что есть такой нюанс, но он есть на многих автомобилях. Итак, друзья, давайте посмотрим два момента. Первый момент – это ржавчина под сиденьем, которая полностью здесь отсутствует. Напоминаю, на своем автомобиле я ее обнаружил, и после этого мы предъявили претензию коллективную в компанию Geely, и только после этого они сделали отзывную кампанию с покраской. Хочу обратить внимание, что дверные пороги не прикрыты, но один из больших плюсов, посмотрите, как сделан дополнительный антикор. Очень толстый слой антикора на нижнем пороге. Итак, друзья, смотрите, как устроен конструктив у Havail Julian. Уплотнитель полностью прилегает к рамке двери, ничего не оттопыривается, в отличие от Geely Coolray. Давайте посмотрим, как сделано это на Geely Coolray. Опять же, я такого не видел ни на одном автомобиле. Вот такого нету ни у кого. Почему на Coolray до сих пор это не исправлено, я не понимаю. Завод просто игнорит мои обращения по этому поводу. Ну ладно, идем же дальше. Вот вы можете увидеть сварные швы у Geely Coolray. Теперь обратите внимание, что на Havail Julian идут штампованные двери, и никаких швов вы здесь не увидите. Это большой-большой плюс. Жалко, что снизу у нас нет никаких резинок дополнительных для защиты. Ну и да ладно, в принципе, я думаю, по передней части это никаких проблем не вызовет. Но, конечно же, пороги у нас будут всегда грязные. И вот здесь такой интересный скос прям идет. Необычно сделано. Итак, давайте откроем задний ряд. Задний ряд сидений очень просторный. И вот здесь мы как раз видим часть резиночки, которую сделал такой вот пыльничек. Компания Havail. Молодцы, что они это сделали, в принципе, да. Очень самый главный момент, насколько вот этот зазор будет маленьким, потому что у меня на Coolray именно на задних дверях просачивается на задние уплотнители песок, и он натирает вот эту кромку двери. То есть впоследствии, если у меня будет сильно натирать, я, конечно же, буду бронировать и проклеивать пленку. Здесь за этим моментом просто надо смотреть. Итак, смотрите, вот такой у нас большой проемчик для того, чтобы сесть в автомобиль. Давайте я сейчас присяду. О, я еще думал, что в Coolray очень просторно, но нет. Оказывается, Havail Julian действительно сзади намного даже интереснее. Однозначно круче, чем Корок. По высоте сзади я сижу, вообще не касаюсь головой. Напомню, здесь у нас обычная версия без панорамы. Обычный пол без выступа, как на Coolray. Здесь мы имеем вот такой классный подлокотник, который не скрипит, как на Шкоде Корок.
Красивые вставочки. Ага, подсветок у нас никаких нету. Здесь есть у нас обогрев заднего сидения и спинки. Насколько я знаю, в Coolray у нас только попа греется без спинки. И автоматические все у нас стеклоподъемники. Ручка удобного хвата. Здесь у нас ниша для бутылочек. Ну и самое главное, чего нету и не хватает в Coolray, это, конечно же, дефлектора для задних пассажиров. И здесь мы видим два USB порта. В Coolray только один. Ну и здесь ниша для ваших вещей. Сделано очень прикольно. Так, есть кармашки. Микролифт, естественно. Ну, такой, конечно, плафон обычный, но, в принципе, неплохой. Жалко, что нет модификации с черным потолком. Итак, как вылезать из Havail Julian? Выставляете ногу и, конечно же, вы пачкаетесь вот за эту часть. Такая же проблема, как на моем Coolray. Вот вы видите вот этот сильный выступ. И он такой же есть, как в Hyundai Creta, в принципе. И во многих других автомобилях. Но опять же, об этом никто не говорит и никто ничего даже не думает. Но вот эта часть вы штаниной будете пачкать, когда вы будете выползать. Возможно, это зависит от вашего роста, так как у меня 1,98 м. Но все равно. И хочу сказать интересный момент. Вот сейчас я смотрю этот автомобиль. Качество кожи и строчки офигенное. То есть она ровная, красивая, и при этом очень красивый сам салон сделан. Но единственное, что вот как мне кажется, это запах вот еще вот такой вот странный от Havail есть. Это не фенол, а именно какой-то вот именно кожа так пахнет. Ну, как-то схоже с рыбой. Так вот пахла кожа еще на Havail A6 предыдущего образца. И в принципе кожа чуть-чуть плотнее, чем на Geely Coolray. Износ у нее должен быть хороший по сравнению с Coolray, так как Coolray очень тоненькая кожа. Но посмотрим, только владельцы вам скажут, как она себя проведет. Так, вот так мы опускаем заднюю спинку. Так, и я смотрю, такая же проблема, ремень никуда не деть, да? Он зажевывается. Крепления нету. Крепления нету. Вот такая же беда. Так, как мне один подсказал, что можно вот так сделать и спрятать его. Ну, отчасти, в принципе, да. Но, возможно, да, действительно так можно ее и исправить. А здесь, смотрите, получается, молния, это как чехол идет. Это, их можно менять частично. Интересно, они так сделали. И, как я понимаю, в принципе, это не ровный пол, да? Ну, в принципе, человек с ростом, наверное, 180 или 175, ну, наверное, сможет здесь разместиться. Но наклон все-таки есть. Вот такой вот он, и вы должны это понимать. То есть я смотрю на машины, чтобы можно было в любой ситуации в них переночевать. Поэтому этот момент я тоже постоянно думаю об этом моменте. Задний ряд Geely Coolray. Но по ногам, да, абсолютно так же, но по высоте, вот как по мне кажется, у вас повыше будет. Центральный тоннель без воздуховодов как раз у нас идет. А так, в принципе, 3 человека вполне себе в Coolray помещаются. Пожестче, да, но сама ткань, она мягче. Но это не очень хорошо. Выход из автомобиля Geely Coolray. Нижняя штанина, конечно же, будет испачкана. И вот эта часть не особо удобна для выхода. Двери отлично закрываются, никаких проблем с этим нету. Двери умеренно тяжелые, в них нету сейчас шумоизоляции, но их комфортно, легко закрывать, и они с первого раза закрываются. Этот элемент у нас сделан из матового пластика. Никаких пленок, ничего, просто матовый пластик. Также по материалам отделки очень приятные вот эти дверные карты. Сверху у нас они идут из дубового пластика, задние двери. Здесь у нас мягкая обивочка и эко-кожа. Спереди, да, у нас тоже дуб-дубом. Привет, Шкода Корок, привет, Hyundai Creta. В принципе, все сделано одинаково. Но вот этого я еще не ожидал увидеть. Удивительно, что ремни безопасности у водителя и у пассажира не регулируются по высоте. Это очень странно. Не всем будет комфортно, возможно, ездить. И ремень у нас держится вот на таком фиксаторе. Итак, друзья, давайте посмотрим багажное пространство у Havail Julian.
Багажник открывается с легкостью, высоко достаточно, на рост 180 сантиметров. И что мне сразу бросается в глаза, здесь у нас идет пластик, а вот здесь его нету, вы представляете? У нас идет сразу же голый металл. Ну вот какой-то вот такой элемент они сделали под пластик, но дальше у нас идет без пластика. Это такой конструктив. Просто вот этот момент меня, конечно, удивляет. Крючок сделан как обычный шарнирчик. Ну, не особо аккуратно, как по мне. Ну, возможно, действительно я придираюсь. Обычная у нас полочка, которая дребезжит, как и на моей... А, нет, вру. Ну дребезжит, да? Все. Я не слышал. Но у меня на Колрее именно такая же ситуация была, поэтому я от нее и снял. Я уже заказал шторку. Маленький люфт. шторки прям под них есть? Да. Если шторка идет и прям в пазы, да? Крепление, да, вот есть специально, да. Машина сейчас у нас выключена, да, полностью? Да. И свет у нас, соответственно, выключен. Я так понимаю, по свету у нас тоже только подсветка слева. Да. С высока, как мы любим на корейцев, вот это супер удобное место, к сожалению, здесь не предусмотрено. Итак, багажное отделение. Мы видим секции боковые. Пластик у нас не обит карпетом, сам по себе он обычный. Но в чем плюс? Сама полочка, она твердая. Она выдержит любой допустимый груз на нее по сравнению с Geely Coolray, потому что у нас она совсем тонкая. И вот здесь мы увидим как раз таки запаску. И на удивление, когда у нас стоят корейские Kumho, запаска, у нас идет докатка. Она идет производства Seoulun. Это китайский бренд. Ну, как обычно, в принципе. Сейчас все докатки у нас идут на китайских резине. И вот такие у нас есть крутые органайзеры из пенопласта. В принципе, как на Geely Coolray. Итак, замеряем багажное пространство у Haval Giulia. До порога у нас идет 83 сантиметра. По аркам у нас идет ровно 102 сантиметра. И по багажному проему смотрим. По багажному проему 105 сантиметров. И последний момент. По высоте у нас получается где-то в районе 73 сантиметров. Также, что не нравится, что есть вот этот порожек. Я вот сторонник из людей, которые любят ровный пол. Для того, чтобы легко можно было грузить чемоданы и не надрывать спину. Итак, друзья, мы в принципе видели весь мой багажник уже 1000 раз. Но опять же, вот такой у меня подпол, очень тоненький, который может в любой момент сломаться. И давайте еще раз контрольно я замерю свой багажник. Длина до проема 81 сантиметр. По аркам у меня идет 96 сантиметров. По высоте 77 сантиметров. И сам проем 111. Насколько я понимаю, здесь побольше проем-то, да? Пошире. Получается так. Но при этом здесь нет никаких бортиков, и нам легко, в принципе, эксплуатировать наши грузы. У каждого владельца Haval Giulia есть приложение в своем смартфоне. Он показывает даже уровень топлива, остаток хода. Это километраж пройденный. Соответственно, что мы можем? Мы можем завести дистанционный двигатель. Можем отдельно, не заводя двигатель, включить кондиционер. Сиденье включить. Да, сиденье включить. Ну, выставить температуру, если мы сюда провалимся. Вот, можем выставить температуру. Можем включить, он включится. У вас двухзонный климат-контроль как раз. Да, а можно ли включить, допустим, обогрев руля через приложение? Окна можно открыть на проветривание. Да, можно открыть окна. Обогрев руля. Наверное, пока нет. Наверное, нет, да. Здесь включается только сиденье. И получается, насколько эта опция работает? 2 года, да? 2 года Haval дает пользоваться бесплатно сим-картой, а дальше, наверное, будет какая-то плата, но про это пока ничего не говорят. Интересно. Но все равно 2 года бесплатно, очень крутая опция. А в общем гарантия на автомобиль сколько? 3 года или 120 тысяч. Он показывает, соответственно, давление в шинах, можно посмотреть, да. Опять же, уровень топлива, запас хода. И можно посмотреть, где мы находимся. Класс, еще местоположение. Да. Вот жалко, что не добавили они как в новый Hyundai Creta, когда ты заходишь тоже через приложение и можешь посмотреть, что вокруг авто с помощью камер. Вот это было бы тоже прикольно, учитывая, что такие крутые возможности. Итак, друзья, мы оказались в салоне Haval Giulia. Очень интересный дизайн,
Здесь у нас идет такая вот панель из эко-кожи, которая очень приятно тактильна. Заднее зеркало у нас с автозатемнением. Потолок из хорошего материала, но козырьки у нас идут такие вот, как в современных автомобилях, обычные. При этом, смотрите, у нас интересная подсветка для водителя и пассажира, а сзади у нас идет обычная лампочка накаливания. При этом здесь у нас есть дополнительная кнопка ассистента HVL и Aero GLONASS. Монитор очень большой, очень хороший отклик. Кто бы чего ни говорил, герцовка у него вполне отличная. Но единственное, да, для того, чтобы пассажиру сделать громкость побольше, то есть уже достаточно, ему придется делать именно такие жесты. Также, я так понимаю, только в таком способе у вас включается подогрев сидений. Кнопки отдельно нет уже? Кнопки отдельно нет. Наверное, вот здесь. Вот, обогрев лобового стекла здесь. Обогрев заднего стекла. Циркуляция воздуха обычно по умолчанию у китайских автомобилей она включена. Обогрев. Это получается обдув, а это у нас нити обогрева. Обогрев руля, вот, скорее всего. Кнопка обогрева руля. Китайцы сделали в этом автомобиле. Почему в других автомобилях они не могут этого сделать? А голосовой, интересно, набор вот этот работает? Работает, но как-то странно, если честно. То есть, пробовали, да? Я смог один раз только запустить, да, там при каких-то условиях он запускается. Электронная цифровая панель, очень красивая. И, насколько я помню, здесь у нас три темы в зависимости от вашего настроения, которые вы хотите использовать. Очень прикольно, красиво и информативно. Мне, в принципе, нравится. Только, честно говоря, сейчас смотрю вблизи, если сильно рассматривать, немножко даже так рябит в глазах, но это с непривычки, как по мне. И вот здесь вот это очень такое спорное решение включения кондиционера с помощью вот этих кнопочек. Слава богу, они сейчас подсвечиваются, и в принципе это удобно. Но, опять же, не хватает крутилок, как мы все это привыкли делать. Либо придется только вот так вызывать дополнительное меню и уже настраивать вентиляцию для каждого пассажира, насколько ему будет это комфортнее. А почему я противник этого? Потому что у меня у самого такое же управление на моем автомобиле. Когда я еду в снегопад, минус 30, трасса и где-нибудь плохая дорога и трясет, приходится рукой как-то это все ловить. Это настолько неудобно, то что вот все-таки вот механические кнопки никто не заменит в данных автомобилях. К сожалению, это так. Есть в этой мультимедиа Apple CarPlay, Android Auto. У меня в Coolray нету, но у меня полноценный навигатор из планшета. На канале я подробнее рассказываю об этом. Очечников в данном автомобиле нету, как для нас обычно, для всех русских нас обделяют. Здесь интересное решение, есть беспроводная зарядка и проведен кабель. Это шнур именно от Apple CarPlay. От Apple CarPlay. Двухъярусная ступенька. В принципе, как сделано, реализовано в моем автомобиле. И здесь владелец Юрий как раз решил сделать вот такой очечник. И, мне кажется, вписывается отлично. Здесь у нас идет шайба для переключения задней передачи, нейтрали и драйва. Также у нас есть электронный стояночный тормоз и автохолд. И вот такая вот интересная скрипящая с завода шторка. Но при этом я хочу сказать, что если завод это увидит, я думаю, они должны исправить этот момент. И интересный подлокотник, очень глубокий, отличный. Так, проводов здесь нету, да? Получается, ничего нельзя просунуть. Никаких дополнительных разъемов тут нет. В общем, глубокий и большой подлокотник. Не выезжает, нет, да? Нет, только нет. в одном положении. Да. Но все равно положение очень удобное. Так, руль у нас обогреваемый, как мы сказали ранее. Кожа на руле, в принципе, хорошего качества. Посмотрим, насколько она проходит. Это у нас эко-кожа. Здесь у нас настройки боковых зеркал. Так, давайте мы с вами посмотрим. Ну, даже отсюда я уже вижу, что, во-первых, у нас есть слепые зоны. И рост у меня 1,98 м. Я сижу по высоте комфортно. Поясничного подпора нету, так же, как в моем автомобиле. Но что-то мне упирается в поясницу из-за конструктива сидения. И, в принципе, мне комфортно. Спина у меня больная, но сейчас ей действительно комфортно в этом сидении. Также мы видим значок слепых зон. Соответственно, они здесь есть. Ну и, конечно же, руль выглядит просто очень эффектно
И мне кажется, он побольше, чем в моем Geely Coolray. Но, учитывая, что я перетянул руль, у меня он стал толще. Также, чего не хватает в моем автомобиле, немножко поскрипывает. Смазать надо. Так, и блокировка, кстати, элементы, как вот были в ваш шестом. И чего не хватает в моем автомобиле, это вот как раз подрулевых лепестков. Это для более динамичной езды. Очень крутое решение. Жалко, что не везде оно есть. Помощь при спуске, система стабилизации и подсветка приборной панели. Также, насколько я понимаю, в режиме авто, как и на всех китайских и на многих автомобилях, у нас, если вы используете режим авто, то и подсветка приборной панели и вашего планшета будет настраиваться в зависимости от освещения. Ну и, как мы сказали, есть двухзонный климат-контроль. Кнопка аварийки очень из приятного матового soft touch пластика. Вообще, ребята, я скажу, что салон очень-очень приятный. И действительно, это единственный Хавейл, как можно сказать, которым очень комфортно сидеть даже мне с моим ростом. Потому что во всех других Хавейлах я очень сильно высоко задирались ноги. Здесь такого дискомфорта нет. До педали мы достаем, и вполне все удобно. Расположение грамотное стоит. Здесь у нас небольшая ниша есть. И бардачок. Бардачок у нас так, с микролифтом, да. По объему такой же, как на Geely Coolray. И вот так, ребята, выглядит проекция. Очень круто выглядит. Действительно потрясающе. И совсем забыл сказать, что действительно это интересные элементы воздуховодов. Юрий никогда не посещал автомобиль Geely Coolray и не сидел в нем. Собственно, вот так у нас выглядит камера 360. Что еще помимо этих камер интересно? Даже вот мы можем смотреть назад, вперед во время движения. И еще вот смотрите. Дополнительно мы можем смотреть боковые снизу. Боковые камеры для того, чтобы не поцарапать в движении бордюры, как мы все это прекрасно понимаем. И широкий угол на заднюю камеру. Здесь у нас стоит сразу же и пишет без звука видеорегистратор. Это штатная такая? Штатная, да, абсолютно. И вот он показывает, что мы не пристегнуты, то, что у нас включены габариты. И он будет показывать и скорость, и время, и все действия, которые вы пользуетесь. Также здесь можно поставить навигатор и, в принципе, дополнительные какие-то опции, которые, в принципе, нужны. Но через провод соединиться с Android Auto и Apple CarPlay, к сожалению, нету. Вот здесь мы видим тумблер, как раз который отвечает за настройку кондиционера. Здесь мы можем включить подогрев руля. Кнопки у нас отдельно нету, очень неудобно в этом плане. И вот здесь мы можем включить именно подогрев сиденья. А у вас греется на Джулиане именно и спинка, и сиденье само по себе. Ну и вот все-таки вот эти кнопки, мне кажется, они хоть в каком-то диапазоне они должны быть. Рычаг КПП. Вот такой вот у нас интересный. То есть достаточно просто нажать, грубо говоря. И у нас уже сразу оно открылось, и мы можем под себя подправить любое положение. Ну, также можно это здесь делать. Но обогревы, к сожалению, вот эти все нельзя включить именно здесь с помощью кнопки. Режим автопарковки, слепые зоны, датчик парковки. Режим у нас здесь выведено. Я вас не помню, как они включаются, режимы. Через меню? Через шторку. Через шторку. Здесь у нас тоже такая есть шторка. Атмосферная подсветка есть во всем автомобиле. 3 цвета: красный, желтый, синий. Она у нас расположена здесь и во всех вот этих вот элементах. Микролифт бардачка. Бардачок, в принципе, такой же. Панорамная крыша с люком. Приборная панель, которая идет тоже цифровая. Интересная такая. Заднее зеркало без автозатемнения, ручное. Нету очечника. Открытие шторки, открытие люка. Подсветка у нас светодиодная, что спереди, что сзади. И вот то, что я говорил, мягкие козырьки из такого мягкого материала. Черный потолок, который тоже очень делает такое приятное впечатление. Но не хватает, конечно же, лепестков, не хватает проекции и не хватает вашего адаптивного круиза. Вот это, конечно, было бы здорово, если в Coolray это можно было бы доработать. Ну и даже, да, вот мягкий пластик частично вот он есть. Какой вот бордовый салон,
круиз-контроль, лимитер скорости. То есть она тоже для 2020 года очень нашпигована в плане опций. Как вам ощущения от Coolray? Ну, скажем так, как-то вот мой побогаче выглядит. Побогаче, все равно. Вас более нравится Julian. Да, ну там смотри, обрати внимание, то есть мультимедиа Больше. все-таки она больше, и она сочнее по краскам, да, может быть разрешение. А здесь у меня матовая пленка, она искажает. Да, там тоже она красочная. Наличие кнопок, нету кнопок и нету кнопок, знаешь, я как-то... Здесь как-то более хай-тек такой дизайн именно, да, вот в смысле в пластик под алюминий в этом плане. У вас более такой современный, наверное, больше. Да, он более темный получается. Более темный, да. Салон. Там даже тоже под алюминий сделан, ну как бы темный алюминий, да? Да. То есть он не светлый. Более темный. Ну, смотри, если бы вы покупали бы Coolray, скорее всего, взяли бы черный цвет салона. Да, а если вы черный взяли бы, то у вас был бы тканевый салон, а не эко-кожа. Там, к сожалению, такого нету, как в Хавейле. Такой адаптации комплектаций. Так что, друзья, качество сборки на Хавейле Julian мне, в принципе, понравилось. Зазоры у нас все целые. Возможно, из-за того, что машина из первых партий, и завод очень сильно старается в этом плане. И что я хочу сказать, пару слов по поводу двух этих автомобилей. Если вы более молодой и хотите более динамичную, красивую езду с люком, панорамой и дерзкий дизайн, то ваш вариант Geely Coolray. Если вы более консервативный, хотите чуть побольше автомобиль, но тоже технологичный, то, естественно, ваш выбор Havail Julian. Я однозначно от себя добавлю, что капот оцинкованный – это главное преимущество по сравнению с Geely Coolray. Также и оснащение у Havail интереснее, обогрев лобового стекла. Ну и в принципе будет интересно посмотреть на этот автомобиль в зимнее время эксплуатации, потому что Coolray, естественно, как я говорил на своем канале, немного меня подвел, сильные зимы, а Havail, я думаю, будет более грамотным выбором для зимней эксплуатации. Тем более есть возможность купить полноприводный автомобиль. Дорогие друзья, не забывайте подписаться на канал. Всем огромной удачи, здоровья и пока-пока.